Всем привет! Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, можно сказать, по поводу того, о чем мы сейчас будем говорить. Говорить мы будем про Украинский легион, который хотят создать с помощью тех людей, тех мужиков, тех мужчин, которые находятся за границей. Находится, да, этот центр рекрутинга в Польше, в городе Люблин. С 1 октября он принимает заявки. Я сразу говорил, что эта затея будет провальная. Я не верю в такие затеи. Хотел бы просто вам, ну, просто рассказать про то, что, да, сколько же людей подалось на вот эти все вот мероприятия, сколько людей захотело мужского пола из Европы пойти, вступить в вооруженные силы Украины, потом переместиться, обучиться на территории Польши и потом переместиться, да, на территорию Украины и с дальнейшим, да, участием в боевых действиях. Об этом мы обсудим. Пишите сразу ваше мнение, если вы в курсе, про что мы сейчас будем говорить. Эту затею, как считаете, смогут ли набрать 10 тысяч украинцев за рубежом, чтобы создать, да, огромный легион. Такие были задумки. Я сразу говорил, что это нереалистично, просто вот априори, понимаете, вот эта затея уже в зародыше, она уже была нереализуемая. Конечно, яркие заявления, эмоции, поднятие духа, это все понятно. Но человек, который находится в безопасности, он хочет оставаться в безопасности. Это правда есть, была и будет. И здесь уже такие слова типа там ухилян, там, а кто будет защищать, оно уже не работает, потому что все, кто хотел по-настоящему защищать, все мотивированные, все настоящие там патриоты, которые были заряжены, они уже в процентном соотношении, не знаю, процентов 90 плюс уже там, уже воюют, многих уже нету, мотивированных с каждым днем, в прямом смысле днем все меньше, а тех, кто за рубежом, их просто не то что палкой, либо плеткой не загонишь назад в Украину, потому что все видят, ТЦК, все вот эти вот задержания, что просто уже не то что облавы на улицах, на концертах, в Буковелях, различных мероприятиях, ресторанах, клубах, то есть максимально люди, то есть нужно, да, выполнять план, потому что если не выполнят план, то что? Их отправят на фронт, то есть тех же ТЦКшников, всех вот этих военкомов, многие военные, которые воюют, которых я знаю, они говорят, ничего не поменялось. То есть те, кто сидел в кабинетах до войны, после начала войны, они также сидят в своих шикарных, роскошных кабинетах, кожаных стульях, пьют, кушают, и у них только одна задача – это выполнить план по мобилизации. Выполнил, сиди дальше, ешь ту икру, бери взятки, все хорошо. Ну, это так получается. Это видео не, знаете, не какое-то там, я пытаюсь кого-то скомпрометировать, кого-то обидеть, унизить. Нет, я есть, был и буду за Украину, за ее целостность, за ее победу, но факты остаются фактом, люди недовольные, все меньше людей хочет идти воевать. Я не открываю никакую, знаете, военную тайну, это все в доступности, вся эта информация для всех открыта. Я просто говорю фактами, про которые читаю, которые слышу, которые мне рассказывают люди, реальные, и люди, которые воевали, которые сейчас хотят просто получить ту инвалидность, да, и просто тоже выехать уже наконец-то из Украины. Это так, это правда, я ничего не выдумаю. Пишите свои какие-то истории, если вы знаете про то, как людей незаконно мобилизировали, да, или как люди уже отвоевали и хотят просто выехать из Украины, как, либо про тех, кто реально мотивирован и после ранений даже идет обратно воевать, то есть не боится до этого. Тут я не собираюсь никого не называть ни ухилянтом, ни сыкуном, ни так далее. У каждого своя жизнь, и он сам отвечает за нее. Он сам в ответе за те действия, которые он делает. Захотел он пойти воевать, большой ему респект, уважение, низкий поклон за то, что он решил, как говорится, духом собрался и принял такое решение. Если человек не хочет, это тоже его решение. У него жизнь одна, и только он сам может решить. Никакой закон, понимаете, никакой закон не может ему указать,
что делать, вы понимаете? То есть, если он не хочет, значит, он пойдет вразрез закону, он заплатит штраф, он сядет в тюрьму, либо он убежит, переплывет тут и сюда, либо заплатит на границе, на кордоне, чтобы его незаконно ему разрешили выехать, либо купить поддельную справку, то есть он найдет какую-то лазейку. И такой воин, если его взять в этот любой легион, неважно, мы не говорим сейчас про даже тот легион, который создается в Польше, мы говорим просто про обычного пацана, мужика в Украине. Если он не хочет, если он упирается руками и ногами, какой с него будет воин? Он будет максимально пытаться при любой возможности убежать, дезертировать, либо он будет не мотивирован на поле боя. То есть в атаку он вряд ли пойдет. Сколько таких примеров, которые сами себя, да, простреливают себе руки-ноги, чтобы там пойти на больничку. Главное не идти там в эти штурмовые отряды. Еще раз повторяю, я никого не пытаюсь здесь дезинформировать, либо кого-то ущемить, кого-то оскорбить. Просто это реалии, которые сейчас происходят. Мне грустно и печально это читать, это слышать и это видеть своими глазами, что творится во всех городах, там, Киева, в Киеве, в Одессе, уже во Львове и везде, во всех, да, областных центрах начали конкретно шмонать. Но мы, конечно, говорить будем сейчас о украинском легионе, хватит о грустном, но дальше будет не менее грустная информация, сколько людей все-таки вступило в этот украинский легион, который собирается создавать в Польше. Всю эту затею с легионом украинским, можно сказать, да, это украинский там зарубежный, заграничный легион, можно так его назвать. Не знаю, что ему никакую приставку такую не сделали. У этого легиона есть официальный сайт. Я его оставлю в описании, кстати. Кто может реально посмотреть это видео и захочет, может кто-то смотивируется и ему захочется реально пойти, да, и помочь своей стране в войне против агрессора. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать, это то, что, как говорят, что вот этим вот людям, которые вступят в вот этот украинский легион, зарубежный, я буду вот так называть, да, заграничный, зарубежный, потому что, ну, чтобы люди понимали, о чем говорим мы здесь, то этим людям будет предоставлена возможность выезда из Украины на ротацию и потому что он будет, как бы его подразделение будет, да, его штаб, там обучение будет находиться в Польше. И в отпуск он сможет выезжать на территорию, то есть выезжать за границу, за пределы Украины, все в легальном поле. Обратно же, все нюансы и правила мы пока не знаем. Контракты никто не читал, не знает вообще, какая вообще, да, ну, как там юридически все моменты, аспекты учтены, как там все это показывается и под какие законы подпадает. Вот этого я не знаю. Если кто-то знает, пожалуйста, у него знакомый может, да, может какой-то родственник, дальний знакомый уже подписал такой контракт, либо хочет вступить, и он знает все нюансы, то распишите в комментариях, чтобы люди понимали, как работает система вот этого, да, в этом легионе, по каким, не то что критериям, под какие законы подпадает и правила, потому что просто выехать, заехать, и это возможно, это не все так просто сейчас в Украине. Если этим людям будет это позволяться, то нужно знать, на какими законами руководствуется, может этот человек руководствоваться, просто показать корочку и все, его пропускает. Либо там есть какие-то, да, подзаконы, законы, которые изменили, и этим людям возможен выезд и заезд в спокойном, да, режиме. Обратно же там говорится на ротацию, либо в отпуск. Все. То есть тут обычный сайт, Український легіон, будь собою, захищай Україну. Подати заяву, нажимаешь подати заяву, и вас перекидывают вот такой вот прекрасный, да, подать заявку. Тут прізвище, ім'я, жінок також приймають. Для меня это было удивление, видите, жінка, чоловік. Проходили вы войсковую службу, так, ні, день народження. И вот я сразу уже выбрал страна Ирландия, ребята, кто из Ирландии, пожалуйста. Тут принимают из всех почти стран, вот видите, именно стран Европы, потому что это именно европейский, то есть такой легион Евросоюза, можно сказать, то есть тут все страны, тут видите, нету ни Америки, ни Канады, ни остальных стран, но есть почему-то Великобритания, хотя она не входит в Евросоюз, да, ну, тут видно не только имеется Евросоюз, а в общем страны Европы, наверное, которые помогают Украине, которые сотрудничают с ней. Вот, пожалуйста, вы можете выбрать
любую страну, я вот говорю, Ирландия, пожалуйста, вводим все пункты, відправити, то есть отправить, и с вами, видно, свяжутся потом по имейлу, потом звоночек, и потом вы приезжаете уже в Польше, туда, в центр, и там уже рекруты вам более подробно, наверное, все рассказывают, вы подписываете контракт, и дальше уже едете, проходите службу. Тут все, какие документы надо, полностью, да, вся информация, мы не будем про это, мы просто вернемся сейчас к статье и обсудим, сколько людей вступило в этот легион, как активно люди вступают, какое количество их вступило, и потом мы скажем, конечно, почему такие цифры, почему же люди не идут так массово в этот легион. Вступило, конечно, очень малое количество людей, всего лишь 196 человек. Вот почему я вначале сказал такую, да, фразу. Это, ну, не смешно, это реально печально, мотивации у людей нету. Та сторона, которая воюет против Украины, она, конечно, у нее с этим полегче, потому что народу больше. И второе, они больше, понимаете, уже нанимают наемников. У них деньги решают. Я прочитал новость, что в какой-то вроде бы Белгородской или что там области первоначально выдают 3 миллиона рублей, либо больше. Это больше 20 тысяч баксов. Вы понимаете? То есть там уже в прямом смысле не стесняются. Они своих людей, свой народ просто покупают. То есть берет обычные наемники. Контракт, наемничество, все. Всю жизнь это работало, и, как видно, это работает. И в древние те же времена, там, 700-е, 800-е, и дальше можно откатываться. Всегда были наемники, были те люди, которые за деньги воевали за того или иного, да, царя, правителя. Им давали денежки, у них была стандартная оплата выше, чем у тех, которые призывались в армию, да, по своей национальности, они были обязаны, да, отдавать долг, но тоже и в те времена люди скрывались, и были дезертиры, ну и так далее, и тому подобное. Может быть, страна маленькая, людей не хватало, война идет, что нужно? Нужно было просто людям платить, и были люди из других стран, которые были готовы воевать за ваши интересы. То же самое происходит, получается, и сейчас. Украина, конечно, если так подумать, платит недостаточно. Я это понимаю, это копейки по меркам даже просто Европы, да, вот в Ирландии там средняя зарплата больше 3000 евро. То есть у нас там платят, если человек не на передке, то ему платят меньше 100 тысяч гривен просто, а это даже нету и 2000 евро. Так что вы понимаете, о чем я говорю. По факту тут в Ирландии быть, работать где-то на заводе в безопасности, никто тебя не трогает, никто тебя никуда не отправит, никто тобой не командует, и ты получаешь тут около 2000 евро. То есть вы сами понимаете уровень вот этого вот дисбаланса, а все видят, поверьте, думаете, что вот этот тренд ухилянты, да, ухиляюсь, день ухилянта за границей, как мужики снимают, там в Испании он пивко пьет в баре, день ухилянта, ну вот смотрите, и какой-то сейчас под Покровском военный смотрит это в ТикТоке, в Инстаграме, неважно, в Ютубе и такой, нахрена мне все это надо, когда там наши, да, мужики вот так вот развлекаются, вот так вот веселятся, у них жизнь продолжается, а я здесь рискую своей жизнью, а у него там семья, дети, ну, в смысле, там, я имею в виду, в Украине, да, где-то там в безопасном месте, в смысле, безопасности, то, понятно, нету, но образно там, где-то там в Киеве, там, либо под Киевом, либо еще там в какой-то области, в Днепропетровской, в Одесской, неважно, и он понимает, что он воюют за что? За то, чтобы люди ухильнулись, да, чтобы мужик пил, кушал, ел и спокойно двигался. Это одна сторона медали, но меня больше раздражает не то, что те, которые выехали за границей, это делают. Им тоже нужно, конечно, поскромнее себя вести, но меня поражает то, что в Украине ничего не меняется, что все клубы, бары, пабы, дискотеки, кальянные, фитнес, все работает. И там люди так же само развлекаются, живут. И то есть такой момент бывает, когда ты открываешь тот же Инстаграм, у меня куча знакомых, друзей там, да, ну уже не таких прям друзей, просто уже знакомых. Я скажу так, что они на территории Украины шикарнее
живут, питаются и роскошнее отдыхают, чем я, типа, в безопасной стране, я так скажу. И когда я на это смотрю, то я понимаю, а почему я должен себя стеснять, если мужики в Украине, на территории Украины, позволяют себе такое? То есть они живут полной роскошной жизнью, они не стесняются ничего, они в прямом смысле пьют, отдыхают, живут и никак себя не ущемляют, не пытаются как-то свое эго, да, немножко прикрутить. То есть, а я, который нахожусь в безопасности, буду себя максимально пытаться сдерживать, да, и не жить на полную катушку. Так что я скажу, нет, все-таки я считаю, что нужно начать с внутренних, да, проблем, и потом уже, как говорится, добираться до тех, кто за границей. Обратно же, если кто-то волнуется, что там кого-то будет депортировать насильно, никого, ничего этого не будет. Таких прецедентов не было и не будет. И проблема в людях, и в менталитете, и в отношении. Вы видели, когда на Израиль напали, то там люди со всего мира начали возвращаться, мужики и женщины, чтобы вступить обратно в армию, потому что они все в резерве там, и сразу пойти, ну, на помощь стране, сразу из-за нее, да, идти воевать. Вот так вот. У нас же все наоборот. Когда началось, максимальное количество людей побежало в другую сторону. А обратно приехала, ну, просто горсточка людей. И сейчас, на третий год войны, э, правительство, да, Украины думает, что люди, видя все, что происходит во всех аспектах, и на фронте, и в отношении к военным, и к зарплате военным, вообще в общем и целом, что происходит в стране, что какой-то адекватный человек возьмет просто, и либо молодой человек, в прямом смысле, там, которому 25, 23, там, 26, 30 лет, он соберется сейчас и пойдет вступать в украинский легион. Просто, ну, это смешно. Если бы этим людям предложили, не знаю, там, 5-6 тысяч долларов в месяц, и возможность там после полугода разорвать контракт, и его выпустили бы обратно за границу, потому что он приехал из-за границы. Вот тогда я думаю, то есть он бы приехал как наемник, повоевал, контракт не хочу продолжать, все, я поехал. Денежки взял свои и поехал. Вот этот вариант, я думаю, бы да, вот он бы прокатил, и это возможно. То есть приехать, заработать. То есть война это как работа, вы понимаете? Это не должна быть обязаловка. В Америке и во всех развитых странах военные это работа. Там уже вот это состояние долг, ты должен, родина, батькивщина, защищать, ты обязан, ты мужик и так далее. Все вот эти вот, знаете, стереотипы, вот этот весь такой архетип, который был создан в те времена, он сейчас не работает. Сейчас никто не думает ни о какой родине, ни о каких батькивщинах. Все думают только о своей выгоде, на то, что, о том, чтобы хорошо нажраться, себе что-то вкусное купить, шикарно отдохнуть и жить для себя любимого. Это правда. Это не то, что я открываю какую-то Америку. Не все такие, но большая часть. И даже те, которые заряженные уже были, которые были мотивированы, они уже тоже, я скажу так, дезмотивированы. Их уже дезориентировали, и они разочаровываются во всех этих движениях. С той стороны то же самое, но не забываем, там людей просто больше. Понимаете, говорят, Вторую мировую выиграли, да, выиграл СССР. Сами вот эти вот немецкие генералы и все остальные там ниже даже чином, они офигевали с того, как просто беспорядочно тратили людской ресурс. Мясом просто закидали, но это ж правда. Выиграли просто количеством людей, не качеством, не качеством обмундирования, нет, не тактиками, нет, просто мясом, всегда так было. Тоже татарская, там вот эта монгольская ига, чем брали? Просто, они бежали просто тучей, таким вот, как орки, и все, и сметали все на своем пути. То же самое и сейчас, в принципе, просто количеством, не качеством, просто берется, вот и все. Если мы хотим, чтобы Украина победила, то нужно делать условия шикарные для людей, для военных, чтобы они хотели туда идти. Принуждать человека нет смысла. Это сразу, я говорю сразу, это проигрышный вариант. Заставить человека что-то делать невозможно.
сразу это будет отталкивание, человек будет сопротивляться этому. Те, кто хотел, уже пошли. Кто со мной согласен, ребята, ставьте лайк. Кто нет, ставьте дизлайк. Это ваше право, вы имеете на это право, на свое мнение. Пишите его в комментариях. Но это так. Я это так вижу, так это чувствую. Жалко, печально, но никто из Европы в адекватном уме и разуме не пойдет воевать. То есть не пойдет. Тем более, если человек приехал с семьей. Я представляю, человек просыпается, все, я вступаю в украинский легион. Дочка, сын, жена, давай, тут как-то сами разбирайтесь, я погнал. Этого не будет. Это какие-то исключения из правил, это месть. Это месть. Большинство случаев это месть. И это те люди, которые проштрафились в Европе по криминалу где-то, может даже по легенькому, остались без жилья, то есть у них выхода нету. У них прямо выход один это вернуться в Украину. Но лучше вернуться уже в составе такого легиона, где будет, может, и зарплата повыше, где будет и обучение в Польше, и где потом, если ты там какое-то количество времени, да, повоевал, ты сможешь выехать и в отпуск за границу, то есть какие-то лучшие условия. Вот эти две категории, которые реально возможны. Залетчики и тех, кто хочет приехать отомстить, у которого уже какие-то были потери, печальные, да, события, связанные с войной. И последние, это еще, конечно, какие-то мотивационные люди, которые еще реально заряженные, которые хотят реально, ну вот они решились, что-то у них щелкнуло, такое бывает. Но это вообще самый малый процент из всех категорий, которые будут туда идти. Я так это считаю, это лично мое мнение, может кто-то по-другому. Пишите, кто, вот вы досмотрите сейчас это видео, читайте эту статью, которая будет в описании. Вы готовы вступить в этот легион? Если нет, почему? Если да, то тоже напишите, почему вы решили это сделать. Теперь, наконец-то, давайте к цифрам и пройдемся по статье уже быстро. Это был обратно такой более мой, да, авторский комментарий по поводу всего вот этого, потому что это реально печально, грустно. Я понимаю, почему. Потому что люди видят весь тот, извините меня за мой французский, пиздец, который происходит. Я сам в Донецкой области. Мой город Добропилья находится от Покровска в 20 километрах. Уже есть обстрелы. Вот, пожалуйста, обстрелы моего города. Я предоставлю вот вам видео. Да, это Белый дом был обстрелян. Это уже было 2 недели назад, если не ошибаюсь. Там четырехэтажка почти вся выгорела, тоже попали. Был полный залп С-300 ракетами. Там еще попали в автобазу и еще в некоторые объекты. Кстати, садик моего сына, в который он ходил, он полностью разрушен. В него тоже попали, он выгорел дотла. Вот такие вот новости, так что ничего хорошего не происходит. И скоро, возможно, и у меня не будет дома в прямом смысле, и куда возвращаться. И если так карта ляжет, да, я, конечно, это в страшном сне, надеюсь, этого не будет, но обстрелы регулярны моего маленького городка, да, моего провинциальной жемчужины, Добропилья, доброе поле, если что, так вот, да, у нас поле доброе, у нас хлебушек, все дела, то есть такой компактный, классный городок. Но если случится так, что реально не будет моего города, то, конечно, о возвращении в Украину можно забыть на 100%. Если сейчас еще есть каких-то 2-3% в моей голове, то потом уже все. Ни в какую другую область переезжать я не хочу. Ни в Днепропетровскую, ни в Киевскую, никуда. Ничего мне это не интересно. Если моих улиц и всего того, что было, не будет, то нет смысла возвращаться. Полностью перестраиваемся на то, чтобы строить свою жизнь в Европе. Как у вас дела с этим обстоят, потому что я знаю, что большая часть все-таки украинских беженцев, они выехали не из тех областей, которые подвержены массовым обстрелам, уничтожению городов и так далее. Я вас не сужу, вы тоже спасаете свои семьи, вы хотите безопасности, стабильности, но я имею в виду, что мне лично скоро не будет куда возвращаться, вот просто не будет. Я сомневаюсь, что мне пан Зеленский, либо государство предоставит квартиру, скажет, ну ты потерял квартиру, например, да, вот тебе где-то квартира, там, не знаю, в Днепропетровской области, тоже в каком-то маленьком городке, вот тебе бесплатно, мы тебе даем, потому что ты потерял. Если так было бы, то возможно еще да. А извините, приезжать и обратно мантулить, пахать,
делать ремонт и зарабатывать себе с нуля, я не хочу. Лучше тогда я буду здесь это делать, оформлю ипотеку и буду себе спокойно жить, зная, что нету какого-то у меня соседа-дебила, который захочет через 5, обратно 10 лет, обратно начать освобождать, в кавычках, какой-то мир, каких-то людей, какие-то ущемления. Мне этого не нужно. Идем к этой прекрасной статье. В Польше с октября начали набирать желающих вступать в украинский легион. Заявки уже подали 196 человек почти за 2 недели, ребята, заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский. 196 человек. Материна. А что они думали? На что они, бляха-муха, рассчитывают? Пожалуйста, ребята, 196 человек подали заявки. В Люблине продолжается большой набор в добровольческий украинский легион, к которому могут присоединиться все граждане Украины. Заявки подали почти 200 человек из разных стран Европы. Аллилуйя, но это смешно, ребята, это смех. Я не смеюсь над военными ни при каких обстоятельствах вообще. Только респект, уважение, низкий поклон. Всегда доначу всех, кого знаю, помогаю. Надеюсь, вы тоже это делаете. Но это, конечно, было сразу провальное. Я же говорю и повторяю. Но никто в здравом уме не пойдет из безопасного места в небезопасное. Ну не будет такого. Человек, существо, которое априори его инстинкт самосохранения в большинстве случаев, он решение принимает по такому принципу, как бы сохранить свою жизнь. Вот этот инстинкт, понимаете, он в нас уже вшит с рождения. Так что по-другому мы не можем поступать. Вот просто не можем. Если будет сформирована первая группа из нескольких сотен добровольцев, мы немедленно начнем их обучение, сказал Залевский. Ну вот, пожалуйста, 196, я думаю, уже когда записываю ролик, уже больше 200, уже первых можно отправлять им, чтобы они обучались по стандартам НАТО, вооружения НАТО, и потом люди идут, пересекают границу Польши и Украины, и все подчиняется уже Збройным силам Украины. Он отметил, что в Польше уже обучали более 220 тысяч украинских военных в рамках программы ЕС. Но это обратно же люди приезжали на полигоны, обучались и потом возвращались. То есть это обратно же с Украины ехали в Польшу. Это немножко другая система. Это немножко не так, да, как говорится, там люди под конвоем, там за людьми следят, там закрытого типа, казармы и так далее. Там просто так людей уводнительные не отпускали разгуливать по Польше. Так что это немножко не те цифры, да, которые нужно озвучивать. Вы лучше озвучьте те цифры, которые наоборот. Из Европы в Украину. Вот как мы видим, 200 человек даже не нашкреблось. Но сейчас, я же думаю, уже есть. Дальше. Он подчеркнул, что не только в Польше, но и в других странах Европы есть желающие присоединиться к легиону. Мы видим очень большой интерес к этой инициативе среди наших граждан. Точнее, цифры доступны министру обороны здесь. Но я могу сказать, что по состоянию на пятницу 14 октября цифра составляет 196 человек, которые подали заявку со всей Европы, сказал он. 1 октября в польском городе Люблине заработал рекрутинговый центр Украинского легиона в Польше. За первые дни работы рекрутингового центра поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 через консульские учреждения. То есть 138 заявок это через сайт, и это непонятно, да, человек может еще отдуматься, либо перехотеть, либо изменились планы, это просто заявка, которую может оставить 1000 человек, а из них приехать реально там пару сотен. Такие вот дела. Давайте уже. Украинский легион в Польше, что известно, 9 сентября издание сообщило, что набор в анонсированном украинском легионе в Польше, в котором могли бы прийти подготовку украинцев за рубежом, еще не начался. Имеется в виду, как все это начиналось, мы это не будем, давайте, рассусоливать. Зеленский заявил это еще в июле, что нужно создать такой легион. Вот в сентябре сказали, что начались подготовки, и в октябре это все открылось, вся эта система заработала. Сикорский, да, главный МИДа Польши, вообще заявлял, что нужно всех мужиков депортировать, пусть идут воюют, защищают свою родину и так далее. Это все хорошо, но все эти слова его просто бла-бла-бла, нет никакого механизма, чтобы людей депортировать. Ясное дело, много людей убежало незаконно,
таких да. Есть много людей, которые купили справки, которые нарушили тоже закон, таких да. Ну, те люди, которые выехали законно, у которых с документами все в порядке, их невозможно никак депортировать. Плюс не забывайте про то, что есть международная защита, на нее можно податься и сказать, что вас хотят в вашей жизни, там главное условие, вы же понимаете, это в вашей жизни там, ну, грозит какая-то опасность. А военные действия, если вы не хотите воевать, то для европейского законодательства это и есть нарушение ваших прав, то есть принуждение к тому, что вы не хотите делать. Так что тут палка двух концов, и только мотивированные люди, только какие-то поощрения могут людей заставить идти, вступать в этот легион. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что добровольцы получат современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС. Легион будет оснащен лучшим оборудованием, что повысит его эффективность на поле боя. То есть им все будет давать лучшее, только я не понимаю почему, чем они уникальны, эти люди, тоже получается обратно, знаете, какое-то разделение. Тут в Украине люди сами покупают себе бронежилеты и полную амуницию, а тут тебе все дадут, еще возможность потом выезжать за границу, обратно какое-то двухуровневая, да, ступень. Мне это непонятно. Как видим, заявок мало, и это огорчает. Но я уже назвал причины, почему заявок мало. Потому что нет такой же мотивации у людей. Мотивировать могут деньги в прямом смысле. Как это бы ни звучало, никакой патриотизм не перебьет денежное довольствие, если оно будет очень роскошное, шикарное, и будут такие условия, где можно контракт будет подписывать, да, на недолгосрочную перспективу, на полгода. На полгода подписал, повоевал, уехал. Захотел еще, приехал. Вот так вот это нужно делать. Это на мой взгляд личный. То есть украинский легион в Польше, я считаю, что это провальная затея. Ссылочку на эту статью я оставлю. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я думаю, он затихнет. Сейчас еще о нем поговорят немножко. И после он затихнет, потому что те цифры, которые будут набираться, их будет стыдно, как по мне, даже оглашать и как-то пытаться его пиарить бесполезно, без хорошего довольствия и хороших условий ничего не получится. Если сделают роскошные условия, но обратно же, если сделают роскошные условия для этого региона, то нужно и для всех остальных делать такие же условия, потому что это же не какая-то элита, это же не какой-то спецназ какое-то специальное подразделение, это просто обычные, да, люди, которые вступают в легион, там будут и штурмовики, и танкисты, и те, кто управляет дронами, то есть все люди, и по факту от того, что он приехал за границы, да, в Украину, это не значит, что ему должны платить больше и какие-то лучшие условия. Нужно для всех сделать просто такие условия, чтобы и на территории Украины люди, мужики, ну, мужчины в том числе, да, мужское население, понимало, что вступив, он повоюет, если все хорошо, он сможет отказаться и потом, да, каким-то образом жить нормально, чтобы его не трогали в Украине, не дергали с этими проверками документов постоянно, какими-то доказательствами, постоянно этими комиссиями. Он повоевал, он пока не хочет, у него есть какая-то хотя бы отсрочка там на год-полтора, да. Все, захотел обратно, воюешь, не захотел, ну, значит, идешь там просто на обычную работу. То есть нужно давать людям выбор. Это первое, выбор. И второе, если вы хотите, чтобы люди куда-то вступали, неважно, это и шли на завод, либо в армию, нужно менять условия ну, работы, в смысле условия, да, вот эти все нюансы, зарплата, условия проживания, мотивация, то есть, ну, все вот эти вот стандартные, обычные правила нужно изменить, потому что старая система не работает. Палка и пряник, пряник очень невкусный, вот просто очень невкусный. Ребята обычные воюют, им реально, еще раз повторяю, к ним претензий нет, они делают все, что могут. Когда там какой-то город либо поселок оставили, я понимаю почему. Они не терминаторы. Когда на тебя падают фабы, кабы и так далее, ты не можешь просто стоять и ждать, пока он упадет и из тебя сделает просто, а тебя останется просто мокрое место. Нет, так это не работает. У меня уже пару знакомых есть, которые дезертиры, ну как знакомые, с которые, ну, грубо говоря, в одной песочнице с ними играли. Они еще до этого были в АТО,
И, ну и по накатанной пошли, понятное дело, воевать. И вот двое уже дезертиры, работают незаконно, подпольно. Пока их так не разыскивают, я вижу, за них не слишком берутся, потому что цифры не озвучивают. Дезертиров очень много. Я даже знаю, где один находится, в каком городе, да, там плюс-минус, что я буду его сдавать. Ну, конечно же, нет. Это его жизнь, это его решение. И я всегда буду ценить и воспринимать решения людей и к ним относиться адекватно. Если этот человек, я считаю, что если человек боится, страх, тем более он это все увидел, прочувствовал и уже не хочет, то от него обратно же воин будет никакой. Напишите ваше мнение по поводу всех вот этих новостей, по поводу украинского легиона за границей, в Европе. Можно назвать его европейский украинский легион, заграничный легион, называйте как хотите. Но факт остается фактом, что тысяч и тысяч людей и очередей нету, и эта тенденция будет снижаться. Еще раз скажу, грустно, печально, досадно, но это реалии, это факты, и нужно о них тоже говорить. Если не говорить о проблеме, она не решится. Я понимаю, для кого-то сейчас будет это печальное видео, грустное. Кто-то скажет, почему не ты, а как же ты сидишь тут только диванный воин, рассуждаешь, рассказываешь. Да, я же не спорю, я диванный воин. Выехал я легально, все документы у меня в порядке. Сейчас ли был бы я на территории Украины, смог бы я выехать, прошел бы я полностью все комиссии, я честно не знаю, потому что там правила изменились. Но на тот момент, когда я выезжал, я выехал полностью на всех легальных, ну, легальных, да, аспектах, документах, не знаю, на тех правилах, которые были, все было учтено. Ничего я не нарушил. Я считаю, что я могу высказываться по любым вопросам, которые связаны с Украиной, да, и мною. То есть меня это даже сейчас не касается, потому что я живу, я жив и буду жить пока в Европе, и назад я не собираюсь. Это личное мое мнение. Помогать всеми любыми способами на инфополе, донатами и так далее, конечно, я буду, но возвращаться нету никакой мотивации, видят все что творится сейчас в стране и то, что творит наша власть. И та коррупция, которая сейчас, она несравнима просто уже с тем, какая была при, наверное, даже Януковиче. То есть тогда была коррупция просто высшего масштаба, но сейчас это не обсуждается. Это уже какой-то запредельный, это уже космический уровень коррупции. Вот просто космический уровень. Если вы тоже согласны со мной, то ставьте лайк за космический уровень коррупции в Украине. Всегда на связи, держу в курсе.